Казалось, что после сенсационного ухода Хабиба из UFC легкий вес несколько померкнет. Но не тут-то было. Спасать его пришел самый яркий спортсмен в истории смешанных единоборств и главное лицо мирового ММА – Конор Макгрегор. 23 января на UFC 257 одиозный ирландец вернется в клетку после впечатляющей победы над Дональдом Сероне, чтобы встретиться с бриллиантом Дастином Порье. Тянет на главный бой года в самом его начале, а? Спортсмены уже бились между собой в 2014 году, и тогда победу в доминирующей манере забрал Конор. Чем закончится новое противостояние, узнаем в прогнозе MMA Express. Погнали! Конор Ноториус Макгрегор. Величайший Ноториус, отправивший в карьерное пике Эдди Альвареса и одним ударом уничтоживший карьеру непобедимого Жозе Альдо, свой крайний бой провел в январе этого года. Соперником ирландца стал Дональд Сероне, который тогда был на гребне волны. Ковбой, хоть и не шел на победном стрике после поражений Тони Фергюсону и Джастину Геджи, но является живой легендой. Легендой, которую Конор смел за 40 секунд, не дав той нанести ни одного удара. Эпичные удары плечами от Макгрегора надолго запомнятся фанатам, а его победа оповестила весь спортивный мир. Ноториус вернулся, чтобы вновь забрать себе титул. Разберем детальнее технику Макгрегора. Стилистика. Конор Макгрегор – лучший контрпанчер в UFC. Это подтверждают его соперники, это подтверждают эксперты. Не станем спорить с этим и мы. Во многом благодаря своему навыку контратаки, ирландский боец стал первым в истории двойным чемпионом организации. Что же привело к таким результатам и как стиль бойца стал почти непреодолимой преградой на пути его соперников? Стойка. А начинается все со стойки. Большинство атак Конор проводит с дальней дистанции, вынуждая соперника идти вперед. А благодаря своей знаменитой стойке с расставленными далеко друг от друга ногами, он одновременно находится и близко, и далеко. Конор везде. Он представляет собой опасность со всех сторон. Стойка позволяет бойцу моментально отойти назад в случае опасности. В то же время он может ответить контратакой на любой выпад соперника, потушив тому свет, так как опорная нога всегда впереди, и нанести размашистый удар труда не составляет. Поведение в октагоне. Конор – выдающийся шоумен, который во многом благодаря навыкам трэш-тока сделал себе имя. Порой он выдает эпичные фразы и во время боя, но лучше всего за него говорит манера поведения в октагоне. Помните тот самый бой с Альдо, где, как многим кажется, ирландец выиграл благодаря локи-панчу? Но все почему-то забывают, как за 10 секунд Ноториус выбросил несколько обманок, наведя прицел и сбив Альдо с толку. Конор буквально вынуждает соперников ошибаться. Нейта Диаза он настолько прикормил своими контратаками, что в середине второй схватки тот не рисковал выйти даже на среднюю дистанцию, опасаясь попасть под жернова мельницы Макгрегора. Нокаутирующая мощь. Важнейший аспект выступлений Конора в октагоне. Его удары несут с собой нереальную силу. Не зря из 22 побед у бойца 17 нокаутов. Он тушил свет еще не пробитому Жозе Альдо и молодому Дастину Порье. Соперники Макгрегора прекрасно понимают, что против них выходит топовый ударник с руками-пушками, из-за чего пытаются пропускать как можно меньше. Крайние бои. В рассмотрении возьмем два поединка Макгрегора, чемпионский с Хабибом и крайний с Ковбоем. В битве с дагестанцем Конор успел как удивить, так и разочаровать. Удивило, что в первом раунде он качественно защищался в партере и не позволил лучшему борцу в UFC провести сабмишн. Только Конор, до боя дагестанца с Геджи, смог забрать у Хабиба хотя бы один раунд. Разочаровал же настрой Макгрегора. Создалось впечатление, что он попросту перегорел перед боем. Конор совершал много лишних движений, позволял Нурмагомедову доминировать в октагоне и успел улететь в нокдаун от простейшего борцовского оверхенда, приема, над которым Конор образца прошлых лет только посмеялся бы. Недооценка соперника и чрезмерный эпатаж на пару с пристрастием к любимому виски вынудили Ноториуса проиграть тот бой. Что касается битвы с Сероне, здесь стоит выделить шикарную работу Макгрегора в клинче. По ходу всей карьеры Конор держал соперника на расстоянии, не прекращая при этом наседать на него. Здесь же неожиданно для всех он не побоялся пойти в клинч, откуда и наносил свои разрушающие удары плечом. Макгрегор перезагрузился, выглядел более свежим и действительно заслужил победу, в очередной раз громко заявив о себе. Что же может предложить ему соперник? Давайте подумаем. Дастин Бриллиант Порье.
Порье проделал огромный путь от перспективного новичка, которому нужно доказывать свое право на место в UFC, до обладателя временного пояса и самого серьезного соперника в карьере Хабиба Нурмагомедова. До неожиданного конца карьеры Хабиба именно Дастин рассматривался основным претендентом на пояс в легком весе. Его бой с Дэном Хукером войдет в классику мирового ММА. До последней секунды схватка двух ударников держала всех в напряжении. Спортсмены то и дело пускались в размены, из которых победителем выходил то американец, то новозеландец. Но благодаря лучшей работе в чемпионских раундах победу заслужил именно Дастин. Как он к этому пришел, сейчас разберемся. Стилистика. Дастин – ударник до мозга костей. Боец представляет огромную угрозу в стойке, от боя к бою только прибавляя в ударной технике, уже близкой к идеалу. При этом у Бриллианта неплохо развиты базовые навыки грэпплинга. Вспомнить хотя бы бой с Хабибом, когда он едва не поймал орла на гильотину. Вот была бы ирония. Бокс. Бокс – главное оружие Дастина. То, чем он живет и вокруг чего строит свой стиль. Его можно сравнить с Петром Яном, который отточил, казалось бы, простые движения до топового уровня и теперь отправляет спать соперника за соперником. Порье работает только на руках. Если во время старта в UFC он чередовал их с эффектными, но неэффективными киками, то теперь просто не тратит силы, работая по сопернику как по груше, накидывает огромный тоннаж ударов, вынуждает оппозицию провалиться и работает с сериями, изредка подключая колени и локти. Джиу-джитсу. Если с защитой от переводов у Дастина все плохо, его умудрился перевести даже Дэн Хукер, который не подходит даже под звание среднего борца, то в плане грэпплинга Дастин может удивить. Он моментально старается закрыть гард и постепенно прощупывает слабые стороны оппозиции. Хабиб, к примеру, вовсе не ожидал такой прыти от Порье, а Макс Холлоуэй в первой схватке между атлетами банально не поверил, что навыки Бриллианта позволят ему выйти на рычаг локтя и сенсационно проиграл сабмишином. Крайние бои. Если сравнивать бои Дастина и Конора с Хабибом, то с уверенностью можно заявить, что Бриллиант смотрелся несколько лучше Ноториуса. Он не только не боялся идти вперед, но и вытащил Нурмагомедова в размен, что чуть не закончилось для того печально. Тем не менее, исход в битвах с Орлом, что у ирландца, что у Порье, был один и тот же – поражение удушающим. В крайнем поединке Дастин максимально удивил тем, что даже не был близок к нокдауну. Крайне опасный момент для Порье произошел в конце второго раунда, когда Хукер загнал Бриллианта в угол и несколько раз удачно попал. Но этот эпизод как будто открыл Дастину второе дыхание. Порье не только начал наращивать темп, понимая, что проигрывает, но и подлавливал соперника на постоянных провалах. Кроме того, Дастин услышал своего тренера, который подсказал ему перевести бой в партер, и именно благодаря партеру Порье базовый на секундочку ударник забрал победу в том бою. Прогноз. Схожие параметры антропометрии говорят нам об одном. Схватка не будет подобием боя между Бриллиантом и Хукером, когда один вынужден постоянно работать на сближении, а второй старается удержать соперника на дистанции. Грядущая битва – классическая заруба двух боксеров, где все же видится фаворит. Конор номинальный полусредний вес. Как показал бой с Сероне, который прошел в рамках полусреднего дивизиона, Макгрегору удобнее работать именно в этом лимите веса, и к схватке он подойдет, будучи ощутимо тяжелее соперника. А лишние килограммы сухих мышц заценили актуальную форму Конора. Они должны сказаться на челюсти Порье. При этом мы рекомендуем забыть первый бой между спортсменами, с тех пор они оба здорово эволюционировали. Порье больше не уступит из-за того, что выдохся в первом раунде, начав зачем-то размахивать ногами, а сбережет силы, разложив их на все 5 раундов. А вот кардио Конора оценить трудновато. Хабиб здорово его загонял, но объективно для того, чтобы противостоять напору чемпиона, нужно быть настоящей кардиомашиной. Что касается борьбы, то на 25 минут главного боя UFC 257 мы рекомендуем забыть это слово. Возни в партере здесь не предвидится. Конор неплохо защищается от переводов, но и сам переводить туда Порье не станет. А Дастину наверняка тейкдауны снятся в ночных кошмарах. Стойка – вот та вещь, ради которой мы соберемся перед экранами и проведем бессонную ночь. Колоссальная ударная мощь, замешанная на филигранной технике, где несколько опаснее выглядит все же Конор. Это и делает его фаворитом поединка. Ноториус шикарно работает по этажам, чего уже не скажешь про Дастина. В крайнем поединке американец заметно опасался лег-киков. Даже с дивана было заметно, что подбей Хукер ногу Порье, замедли его и геймплан Бриллианта просто рухнет.
Конора и вовсе можно атаковать только с движения, иначе Дастин рискует пропустить то, что пропустил в первом поединке, и снова пойти спать, сложив чемпионские амбиции. Конор же умело меняет стойки, одинаково опасен как в ближнем бою, передаем привет Дональду Сероне, так и на дальней дистанции. Ноториус может подловить соперника на встречном движении и в конце концов оформить эффектную победу. Дастину при всем уважении не остановить вновь вставший на рельсы ирландский локомотив. Так что ждем яркой зарубы и следим за новостями вместе с MMA Express. Увидимся!